Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 27 апреля, суббота. Это видео является логическим продолжением предыдущего, в котором мы с вами говорили о новых моментах, которые возникают на полях сражений в связи с очередным пакетом помощи из Соединенных Штатов Америки. Но прежде чем я перейду к основной теме, мы поговорим об ATACMS и, наконец-то, о деталях, финансовых деталях той помощи, которая отражена в законе, недавно подписанным Байденом по поводу помощи Украине, Израилю и Тайваню. Но вначале я хотел бы сделать пару оперативных коротких сообщений. Произошло очень неприятное событие неподалеку от Авдеевки, а конкретнее в районе села Очеретный. Там была расположена 47-я механизированная бригада, которая в Америке считается элитным подразделением, одним из самых лучших в Украине, которая вооружена западным натовским оружием, которая проходила тренировку по стандартам НАТО. Она находилась на этих позициях без месяца около года. Люди устали и должны были быть выведены с позиций для ротации. Их должна была заменить 115-я механизированная бригада. И сложилась такая ситуация, когда 47-я, или, по крайней мере, отдельные ее подразделения, покинули свои позиции, а 115-я их не заняла. Ну, я предполагаю, что, мы услышим разные мнения и разные обвинения со всех сторон. Начнется поиски козла отпущения. Но в результате вот этого события, этого головотяпства, или, я бы сказал, это и головотяпство, скорее всего, со стороны высшего командования, а также в связи с очевидной потерей управления, там сложилась на некоторое время просто критическая ситуация. Когда российские разведывательные подразделения, военная разведка сделала рейд, чтобы проверить, находится ли 47-я бригада Украины на своих позициях, они там никого не обнаружили, и без всякого боя они туда проникли, вклинились. И, как отмечает американская печать, если бы они проникли дальше, россияне имеется в виду, то сложилась бы критическая ситуация, которая могла бы привести к краху всей обороны Украины к западу от Авдеевки, вынудив десятки тысяч военнослужащих Украины и, возможно, сотни тысяч гражданских лиц бежать из Донецкой области. Вот такая потенциальная цена была этого провала командования. Но ротацию провести, понимаете, тут просто нужно иметь грамотных офицеров в штабах, которые бы могли по времени синхронизировать действия одной бригады и другой, что, очевидно, сделано не было. Ну и это возвращает нас, вот по моему глубокому убеждению, к недавним событиям, связанным с обезглавливанием руководства Вооруженных сил Украины. Я имею в виду увольнение Залужного и 17 генералов из его командования. То есть зачистка была произведена. И тогда, как я вам докладывал, американская печать, причем совершенно разные издания писали, что увольнение Залужного или его отставка вместе со всей командой могут привести к катастрофическим последствиям. Я же при этом говорил, комментируя, реакцию американской печати на угрозу увольнения Залужного, что это, помимо всего прочего, будет грубейшей ошибкой, может быть, катастрофической ошибкой лично Зеленского и Ермака. Потому что, пока был Залужный, пока можно было что-то на него списать. Особо списывать было нечего, поэтому ему вменили смешную формулировку, типа «он не хочет наступать, а вот мы сейчас маршала Победы из кремлевских курсантов посадим на его место, и начнется безумное наступление. Только пятки орков будут сверкать». Произошло обратное. Произошло то, что опять-таки я неоднократно говорил, что если собрать вместе сотни львов,
посадить сверху над ними одного барана, то это будет стадо баранов. Уволив Залужного, Зеленский и Ермак взяли на себя всю ответственность за то, что сейчас происходит на поле боя. Вот там никак не могут понять, что люди без соответствующего профессиональной подготовки, опыта, люди с улицы, ларечники, они не могут успешно заниматься всем, включая военные действия. То есть это преступление, это саботаж в отношении вооруженных сил Украины, последствия которого мы наблюдаем. Я с большим нетерпением в связи со сложившейся ситуацией ожидаю прибытия американских высокопоставленных военных в посольство США в Киеве, которые на месте будут следить за развитием ситуации. Потому что генералы, которых уволили вместе с Залужным, они 2 года проходили тренировку, если хотите, на поле боя в сложнейших условиях. Что-то они не знали в феврале 22 года, но они это изучили и поняли. То есть это драгоценные 2 года их обучения. Их убрали, посадили вот таких, которые не могут провести нормально ротацию 2 бригад. Слава Богу, что вовремя спохватились, я не знаю, то ли 47-я бойцы 47-й бригады, то ли 115-й, но вовремя спохватились, остановились и остановили орков. И не случилось то, что могло бы случиться, которое, как пишут американцы, привело бы к краху всей обороны Украины к западу от Авдеевки. Следующее сообщение. Принято решение ВСУ вывести танки «Абрамс» с боевых позиций с линии фронта в тыл, потому что оказалось, что они, в общем-то, особой пользы не приносят. То есть это танк на линии фронта до сих пор представлял собой, то есть выполнял функции врытой в землю гаубицы. Я неоднократно об этом говорил, так это и случилось, и в то же время он очень... Его видно российским дроном. То есть это повышенная опасность. Несколько из них было уничтожено, даже не в бою. То есть произошло то, что показало характерную черту боевых действий, начиная с февраля 22 года. Ситуация меняется достаточно быстро. Причем происходят те события, о которых никто не подозревал. Даже лучшие военные умы в штабах НАТО и в ВСУ. Это первая война такого плана с 1945 года. Поэтому все течет, все изменяется, и ко всему нужно приспосабливаться. Вот американцы говорили, что очень положительная черта при Залужном, командующем Залужным, было умение быстро приспособиться к меняющейся ситуации. Ну и применительно к помощи и требованию помощи от Запада – это очень важное соображение. Потому что вы помните, какие ставили задачи перед Америкой поставить там 500 танков, 600 гаубиц, 1000 самолетов и так далее. Там в основном все сотнями фигурировало. Ну и представьте, сейчас поставили вот эти 300 танков или 500 танков. А тогда же, это накануне контрнаступления, был глаз такой в народе раздавался. Дайте нам 300 танков, и мы их порвем. А если не дадите, то все пропало. Ну вот дали бы 300 танков, и сейчас бы их вырывали бы из земли на линии соприкосновения, выводили бы их в тыл. И толку от них никакого. И позиции ослаблены до линии фронта. А танк этот, как отмечают американцы в своих статьях, стоит 10 миллионов. Вот это та сумма, которую платил, то есть обошелся американский бюджет за один танк, который поставлен был в Украину. 10 миллионов. Ну, допустим, поставили бы их 300. Что это означает? Гаубица М3 семерки. Она стоит в целом, вот я посмотрел, сколько стоили гаубицы за штуку, поставленные в Индии, затем внутреннее производство, стоимость
внутренняя стоимость единицы продукции в Соединенных Штатах Америки. И получилось, что что-то около 3 миллионов долларов. Одна штука гаубицы. То есть за один танк 3 гаубицы, которые менее заметны, безусловно, на линии фронта, которые легче вкапывать и легче маскировать на линии фронта, и которые по поражающим способностям, видимо, более эффективна. Она гораздо более эффективна, чем танк. То есть вместо 31 этого танка можно было бы поставить, сейчас бы Украина имела около сотни гаубиц, и, наверное, они были бы более уместны сейчас в нынешней обстановке. Я к чему это говорю? Тут у нас баталии, у меня на канале развивается, вот, то не то, то мало подали, то поздно подали помощи, то не такую, вот сейчас опять, значит, только-только объявили о начале поставок, и опять, оказывается, не то подают, опять Байден, значит, той помощью, которая сейчас идет, в первом пакете, планируется во втором, свидетельство о том, что опять Байден давит на Украину, чтобы, значит, принудить ее к переговорам. Ну, давайте закончим как-то это, понимаете, уже сил нет читать эту глупость, эти кремлевские убогие тезисы. Ведь для того, чтобы принудить Украину к переговорам, Байдену не надо было полгода давить на республиканцев, на Джонсона и заставить их все-таки принять эту помощь. Кстати, когда американские газеты уже после принятия Палатой представителей этого законопроекта анализировали, что же подействовало на Джонсона, анализ был сделан в том числе на основании того, что он сам сказал. Так вот, он сказал, что наибольшее влияние на его позицию по этому вопросу имела встреча в Белом доме, в которой присутствовал Байден, затем Салливан, министр Остин, директор ЦРУ Бернс и представители, значит, комитетов по делам вооруженных сил, иностранных делами разведки, Палаты представителей и Сената. И там же присутствовал Митч МакКоннелл и Чак Шумер. Вот там, значит, Джонсону все объяснили, и он особо отмечал, что на него произвело большое впечатление доклад директора ЦРУ. То есть для того, чтобы надавить на Украину, Байдену не надо было все это делать. Надо было оставить все на самотек, и республиканцы бы все это дело убили бы. И не было бы никакого давления. Поэтому давайте оставим вот эти глупости по поводу того, что не так. То есть кто-то сидит на диване, попивая чаек, опять нет, что-то не то. То ли того не хватает, или этого не хватает. Пусть решают это военные, и они это дело решают. Вот танк «Абрамс», который поставили, кричали же мало, что такое 31 штука. Даже 31 штука сейчас не нужна, понимаете, не нужна. А на эти 300 миллионов долларов можно было поставить примерно около сотни гаубиц М3 семерки, которые очень нужны, очень нужны. Вот, собственно говоря, что я хотел сказать в вступлении к сегодняшнему видео. Ну, а теперь давайте перейдем, так сказать, к стратегической ситуации. Я вам хочу рассказать, потому что опять после где-то 2-3 дней замешательства пропагандистская машина Кремля начала работать, и первый удар был нанесен опять-таки по помощи американской. Вот тут в одном из изданий, значит, пишут якобы интервью с украинским военнослужащим. Яков взяли чуть ли не на поле боя, который, узнав о том, что Америка предоставляет новый пакет помощи, очень расстроился, потому что он ждал, что не даст Америка помощи. И тогда можно собирать свой рюкзак и отправляться домой, а там переговоры о мире, ну, естественно, на условиях Путина, черт с ним, там, сольем все, что он хочет. Главное, что война закончилась. Так якобы говорил какой-то украинский военнослужащий, корреспондент. Журнал, по-моему, это был Daily Beast. Я с удивлением, значит, прочитал этот опус, потому что у меня есть много знакомых иностранцев, которые вплотную работают с ВСУ, причем в различных сферах, в том числе и тренировка, в том числе и поставка вооружений, в том числе они есть
подразделениях воюющих, люди воюющие. Они много мне рассказывали разных вещей, но главное там было мужество и стойкость украинского солдата. И они особо подчеркивали, что как бы ни были трудны условия, в которых, значит, воюют воины ВСУ на фронтах, никто из моих знакомых, американцев, европейцев, никогда не слышал пораженческих высказываний, никогда не отмечал пораженческих настроений. И вдруг на тебя американское издание публикует кремлевский тезис буквально через 2 дня после того, как Кремль был в шоковом состоянии, узнав про новый пакет помощи Украине. Дальше ИПСО, который уже запустил Кремль, оно будет продолжаться раскручиваться, потому что новый пакет помощи Украине, он сводит, но если не на ноль, то в значительной степени сводит шансы Раши на успешное развитие боевых действий на поле боя. Они все это будут пытаться компенсировать ИПСО, информационно-психологическим операциям. И помощь, вот этот пакет помощи Украине будет один из главных объектов. Поэтому вот я вам предлагаю рассмотреть, что там реально заложено, сколько реально денег выделено и что ожидают западные уважаемые аналитики и военные руководители от предстоящей кампании. Итак, начнем. В свете приобретаемых новых возможностей в плане вооружения ВСУ, британские крупнейшие, ведущие, так сказать, военачальники предполагают, что, скорее всего, Украина будет наращивать дальние удары в воздушном пространстве России. Об этом, в частности, заявил в интервью Financial Times глава вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Редекен. Он имел в виду и Storm Shadow, и теперь большое количество приближающихся Атакамс, ну и еще ракет, большого, еще большего количества, которые пока название не афишируется. По его словам, по мере того, как Украина будет наращивать возможности для дальнего боя, ее способность продолжать глубокие операции внутри России, воздушного пространства, территории, будут становиться характерной чертой войны. То есть не только не будут осуществляться эти удары, но они станут постоянной, характерной чертой или особенностью последующих военных действий. Но это, как здесь отмечается, будет включать в себя атаки и на нефтяные объекты, и на военные цели. По его словам, такие удары имеют эффект необходимый, поэтому их нужно продолжать и даже усиливать. В целом он видит некоторые долгосрочные тенденции, которые будут складываться в пользу Украины. Ну и здесь, как вы знаете, во всяком случае, открыто официально, открыто, я скажу так, в публичном пространстве получается, что есть разногласия или разное мнение по поводу возможности, целесообразности дальних ударов по российской территории, за исключением Крым. Крым – это украинская территория, тут разговоров не может быть. Крым, даже пропагандисты Мордора на соловьиных пометах, они уже в душе прощаются с Крымским мостом и, по большому счету, с Крымом, когда они узнают, какое количество атак поставляется Украине. Что касается непосредственно территории Российской Федерации, значит, официально Соединенные Штаты не поддерживают это, хотя, говорят, окончательное решение принимает Украина. Британцы передали ракеты и говорят, нас не волнует. Украина должна себя защищать в ходе войны. Любые цели, которые способствуют отражению агрессии, а потом изгнанию врага с украинской территории, все цели приемлемы. И я вам скажу так, то есть вот то, что на самом деле происходит, дела, показывают, что слова, они имеют только дипломатическое значение. Я имею в виду для американцев. Потому что если бы американцы
были против, реально против нанесения удара вглубь российской территории, то они не поставили, они продолжали бы не поставлять ракеты «Атакамс». Они их поставляют, но, запустив вот эту информацию, что они не поддерживают удары по российской территории, это дает Америке то, что называется plausible deniability. То есть ты делаешь что-то, и в то же время ты говоришь, что ну ты по большому счету здесь ни при чем. Ты не поддерживаешь. Вот не поддерживаешь и все. Ну а как Украина, ну что Украина, она же самостоятельное государство, суверенное. Имеет право делать то, что имеет. Тем более в соответствии с правилами войны. Вот такая тактика. Потому что, понимаете, это сужает пространство для маневра Кремля. Он же все пыжится, что он воюет с Соединенными Штатами Америки. Моська, она грозится порвать слона. Иногда она настолько увлечена, она пытается его укусить за пятку, даже понимая где-то в глубине души, что слон может нечаянно двинуть ногу, и моська будет раздавлена. Но она в азарте, она воюет против слона. Ну, а когда против нее, скажем, там, волк или там медведь, то она еще, может быть, подумать, потому что престиж войны против волка, он не такой, как престиж войны против слона. Поэтому, значит, вот такая складывается ситуация. То есть тут тонкость такая, но надо понимать. Все продумано, господа. Теперь, когда мне писали о том, что 1000 Атакамс сомнительно, я вот специально привел для вас расчеты, сделал расчеты, нашел соответствующую информацию, которую я вам и доведу. Итак, Атакамс, установки с вот этими Атакамс до 300 километров. За последнее время были 2 крупные поставки. Еще в 2010 году в Катар было поставлено, по-моему, около 70 ракет. И совсем недавно в Финляндии было заключено соглашение о поставке, я уже не помню какого количества. Ну вот я решил посчитать, сколько обходился каждая ракета «Атакамс» для Финляндии. 1,88 миллиона. 1 880 000. Ну, будем считать 1,9 миллиона за одну ракету «Атакамс». Для Катара она стоила 1,4 миллиона, но это было в 2010 году. Для Катара поставили 60 ракет и 7 хаймарсов. То есть, понимаете, в чем? Там на каждом хаймарсе, на пусковой установке, хотя вот эти пусковые установки, они так же выглядят, как и обычные, там типа 6 этих гнезд, но на самом деле там всего одна ракета. Атакамс. Так вот, значит, для использования 60 ракет Атакамс было поставлено 7 хаймарсов. То есть для того, чтобы, если Украине поставляют 1000 Атакамс ракет, то для них нужно, если сравнивать это с поставками в Катар, то нужно 115 пусковых установок этих автомобилей и с этими самыми спусковыми установками. Ну, давайте посчитаем. Что мы получаем? Значит, 115 необходимых хаймарсов, скорее всего, такое количество должны поставить для 1000 ракет. Каждая из них 4,4 миллиона, итого 500 миллиона, 500 миллионов. Это только пусковых установок. Затем ракет, каждая 1 900 000, умножаем на 1000, 1,9 миллиарда. Складываем 9 миллиарда плюс 500 миллиона, и получается 2,4 миллиарда. Это в том случае, если мы считаем вот эти пусковые установки по цене производства. А ежели мы их будем считать по экспортным ценам, которые сейчас достигают 20 миллионов долларов за одну пусковую установку вместе с этим подвижным автомобилем, то тогда, значит, получается, что весь этот пакет будет стоить 4,2 миллиарда. Теперь, значит, проверил, сколько в наличии имеется. По последним данным, в армии США имеется 1400 ракет «Атакамс»,
по состоянию на 2022 год. Ну и получается, что если все они, это 300, дальность, радиус действия 300 километров, то у американцев останется 400. Все ли они, не все ли они дальностью 300 километров? Не с официальных данных поэтому, да не то, что официальных, даже официальных, неофициальных данных нет. Но тем не менее, то есть значительная часть, в степени закрома Пентагона вот этими поставками 1000 атакамс будут опустошены. Правда, они сейчас планируют полностью заменить нынешний атакамс, это блок 1А, на более новую ракету. Теперь, значит, как это вписывается в те деньги, которые были выделены Украине? Значит, враг, я имею в виду Кремль, и его, так сказать, клевреты или представители его фракции в Вашингтоне, они еще не отработали до конца, как я вам сказал, соответствующие дезинформационные тезисы, но уже, я смотрю, поползло, что какая-то ничтожная помощь, там всего 6 миллиардов там и так далее. Сейчас я вам разложу по полочкам, чтобы больше никогда у нас на канале не возникало по этому поводу сомнений. Чтобы вы мне не писали там, а вот тот-то сказал, булькнул то-то. Я вам сейчас со ссылкой на соответствующие документы все это расскажу. Итак, из 95 миллиардов общий, так сказать, пакет помощи, 61 примерно, 60 с половиной помощь Украине. Из них, из 60 миллиардов, 13,7 миллиарда – это помощь по линии инициатива помощи в области безопасности Украине. Это вот там, где размещается на предприятиях ВПК. Это долгосрочное размещение. Кстати, вот в следующем пакете, который на 6 миллиардов, значительная часть денег будет идти именно по линии инициативы в области безопасности Украины. Итак, 13,7. Все Украине. Следующее. 13,4 миллиарда – это деньги, которые будут потрачены на то, чтобы произвести и пополнить склады Пентагона за ту помощь, которая уже была поставлена Украине раньше. И вот многие говорят, это все в Америке останется и так далее. Да, это останется в Америке, то, что произведут. Но, значит, есть такая штучка, которая называется Presidential Drawdown Authority. Вы об этом знаете, рассказывал вам. То есть это возможность президента, его право запускать туда руку без разрешения Конгресса, надо уведомлять, но не просить разрешения у Конгресса для помощи в необходимых случаях. Так вот, значит, прошлая вся помощь так она и шла. По линии PDF президент изымал и отправлял, а потом были выделены деньги, за счет которых воспроизводились те же самые боеприпасы, оружие, и отсылались они в Пентагон. Так вот, значит, вот эти 13,4 миллиарда, перевожу вам, как это написано, предназначены для замены американских вооружений и боеприпасов, отправленных в Украину из американских складов по линии PDF. Президентских полномочий. Да? Теперь туда на сумму 13,4 будут поставлены то, что уже отправлено, чтобы президент опять мог оттуда изымать и опять поставлять Украине. Это вот как бы круговорот войны, оружия в природе. То есть к предыдущим 13,7 мы легко, имея на это полное право, добавляем 13,4 миллиарда долларов, что получается 13, 26, 27,1 миллиард долларов. Это только по этим двум статьям. Теперь нужно сказать, что по линии PDF, а PDF он вообще не регулируется вот этим вопросом. Он регулируется вопросом о иностранной военной помощи, который принят, если я не ошибаюсь, еще в 1961 году. Там президенту Конгресс раз там, когда надо, ставит потолок той суммы, на которую он может изымать оружие
из имеющегося оружия из складов и отправлять зарубежным государствам. Как накануне массового вторжения России в Украину, этот потолок для Байдена составлял всего-навсего 100 миллионов. С тех пор Конгресс поднял этот потолок со 100 миллионов до 14,5 миллиардов. То есть так по большому счету Байден может изъять из закромов Пентагона не 13,4 миллиарда, по большому счету, как вот заложено сейчас в законе, а по другому закону 14,5. То есть на 1 миллиард, 1,1 миллиарда больше. Но тем не менее, значит, теперь по этим двум линиям посчитали помощь Украине военная 27,1 миллиарда. Дальше идет 1,6 миллиарда. Это будет передано Украине для того, чтобы она имела возможность сама напрямую покупать военную помощь. Вот тут-то надо глаз и глаз, потому что именно с этой помощи, как я понимаю, в 2022 году было скоммуниздено 33 миллиарда гривен и путем переведения в офшоры, якобы на оружие, с тех пор ни оружия, ни этих денег. А в 2023 году такая же судьба постигла еще 44 миллиарда долларов. Итого 33, 44. Поделите, сколько там сейчас, 37 курс гривны к доллару, и вы увидите, что там что-то около 2,5 миллиардов долларов где-то там, в затухающей дали. Это в то время, когда на полях Украины не хватает боеприпасов. Сколько боеприпасов можно было купить на эти деньги на международных рынках? Я вам скажу, сколько. Вот когда чехи объявили о своих этих самых планах, о том, что они нашли, там как раз не хватало 2 миллиарда, чтобы это все закупить. То есть можно было бы обойтись и без Чехии, так по большому счету. Затем, еще интересно, люди, которые составляли этот план о помощи Украине, деньги, это люди, которые друзья Украины, которые любят Украину. И поэтому они делали вот что, смотрите. 10 миллиардов долларов – это экономическая помощь Украине. Тролли трампистско-кремлевские, конечно, скажут, но это никакого отношения не имеет к вооружению. Как сказать? Как сказать? То есть во время дебатов республиканцы, которые противники вообще помощи, или хотели там что-то урезать, они говорят, все, убираем, оставляем только военную помощь, экономическую убираем. Но сюда в эти 10 миллиардов заложили также расходы на обеспечение безопасности американского посольства. Затем деньги на обеспечение безопасности и на функционирование американских представителей Пентагона, которые приезжают в Украину по линии инспектора генерального. И тогда, когда враги Украины предлагали в Конгрессе, давайте уберем 10 миллиардов, а им в ответ говорили, а как же мы будем посольство обеспечить нашей безопасности? Вы что ж, хотите поставить под удар наших демократов, простите, наших дипломатов? Или хотите поставить под удар офис инспектора, генерального инспектора Пентагона? Ну и тут уж делать нечего. Разводили руками противники помощи Украине и санкционировали 10 миллиардов. То есть вот такая бюрократическая штучка, если ты не хочешь, вернее так, если ты хочешь какие-то расходы провести, нужно туда вписать то, без чего обойтись нельзя, против чего не посмеют проголосовать твои враги. И дальше, еще очень важно, оружие оружием. Можно громадное оружие поставить, но нужны люди, которые будут применять это оружие, которые будут стрелять. Сейчас остро стоит вопрос, и многие американские аналитики говорят, что это может быть самый острый сейчас вопрос о проведении мобилизации в Украине. Нужно 300 тысяч человек. Для этого был принят закон соответствующий, недавно вы знаете. И я сам текст закона не читал, но я ссылаюсь на американских экспертов, которые читали, анализировали. Так вот, они говорят, что туда заложены следующие стимулы, финансовые стимулы. Вновь призванного или рекрутированного, мобилизованного на службу бойца ВСУ, ему будет положен моргидж в размере первый платеж или ипотека. Да? Первые
за счет государства, а потом по льготным, так сказать, рейтингам. И в случае гибели бойца его семье будет выплачено 400 тысяч долларов. Ну, понятно, что бюджет Украины на 60-70% состоит из вливаний из Америки, из Европы. И вот тут эти 10 миллиардов. То есть часть этих денег пойдет фактически на проведение мобилизации в Украине. Вот это военная помощь или это не военная помощь? Я считаю, что это военная помощь. Ну и затем 7,3 миллиарда – это американские военные операции в Европе, имеющие отношение к поддержке Украины. Логистика – это вот эти самолеты, которые гоняют. Американцы понимают, конечно, что дешевле, гораздо дешевле – это кораблями. Самолетами – это золотое оружие, получается, и золотые боеприпасы. Но время, деньги – вот это и есть те деньги, которые на эту логистику, на доставку вооружения, боеприпасов к границам Украины. Для этого тоже надо деньги. Плюс, как оказалось, я вам об этом рассказывал, уже когда уж казалось, совсем нету денег у Пентагона на продолжение помощи Украине, вдруг оказалось, что 10 миллиардов из бюджета американской армии в Европе было затрачено на помощь Украине, в том числе в плане боеприпасов. И тогда армия возмущалась перед Конгрессом: верните нам деньги, потому что у нас боеспособность рухнула. То есть это опять-таки НЗ, неприкосновенный запас, в том числе это помощь Украине. Анализируя складывающуюся ситуацию в связи с принятием закона о помощи Украине, многие, я бы сказал даже так, растущее количество крупных военачальников стран НАТО, прежде всего Великобритании, делают достаточно оптимистичные выводы. Так, например, вице-маршал авиации Шон Белл из Великобритании сообщает, что текущие оценки масштабов потерь России составляют свыше 463 тысяч человек, 26 боевых кораблей, 348 самолетов, 325 вертолетов, 7255 танков и 13 942 единицы бронетехники. Анализируя эти цифры, вице-маршал авиации Белл указывает или приходит к выводу, что так называемая специальная военная операция России снизила уровень ее угрозы для Европы. Почему? Да потому что вот такие чудовищные потери были понесены Мордором в ходе так называемой специальной операции. В беседе с изданием Mail Online он сказал: парадоксально, но мир стал более безопасным с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Мы беспокоились о военном потенциале России, но теперь Россия не в том состоянии, чтобы представлять угрозу для Европы в течение 10 лет. Более того, он не считает, что в ближайшее время может возникнуть угроза Третьей мировой войны. Кстати, с ним полностью солидаризирует американский генерал Ходжес, который считает, что применение ядерного оружия не позволит России решить никакого практического вопроса, то есть с практической точки зрения совершенно бесполезно, но поставить ее перед такой угрозой, перед которой, значит, вот тогда и возникнет реальная опасность самого существования Российской Федерации в результате ответного удара, который, несомненно, последует со стороны Америки и всего НАТО. Что я могу сказать по этому поводу? Мы можем услышать в ближайшее время все больше таких оценок, типа, что Россия настолько, значит, потрясена, настолько ее распотрошили ВСУ, что теперь можно и не бояться особой угрозы. Значит, я воспринимаю вот такую информацию как, для того, чтобы реально понимать, что враг серьезно, его обороноспособность или наступательная способность серьезно подорваны, и это не какая-то страшная сила, которую невозможно разгромить. То есть это вносит элемент реальности в оценку нынешней ситуации. Но для Украины, конечно, это не тот тезис, который надо поддерживать, потому что угроза России
тезис о том, что Россия может вторгнуться в Европу уже, в НАТО уже там через 2 года, это тот тезис, который заставляет, во-первых, Европу мобилизоваться, во-вторых, американцев активизировать свою помощь. Ну и все это очень-очень нужно Украине. И вот еще что важно по этому поводу. Советник по национальной безопасности Салливан, которого по какому-то недоразумению считают врагом Украины. Я считаю, что это в значительной степени тезис из Кремля, который в Украине распространяла ОПА Ермака. Это не один только тезис, который обе вот эти силы распространяли вместе. Так вот, Салливан сказал, что вот этот новый пакет помощи Украине, он продлится до конца года. И с точки зрения американских изданий, это повышает вероятность того, что в 2025 году может потребоваться новое вливание оружия и новое финансирование. Ну и в связи с этим предполагается, что вопрос о войне в Украине, о необходимости и масштабах поддержки Украины станет одним из самых важных вопросов предстоящей президентской гонки в Соединенных Штатах. Раньше, как бы с вами обсуждали, внешняя политика вообще была на каких-то там энных местах в Соединенных Штатах. Даже в том, что касается помощи Украине. Но теперь считается, что этот вопрос станет одним из важнейших. И потерпев поражение и в Палате представителей, и в Сенате, путинское лобби, путинская партия, республиканская партия Соединенных Штатов должна, по идее, активизироваться. В этой связи один из главных ее представителей, сенатор Джей Ди Венс из штата Огайо, сказал: если Украина думает, что Конгресс США выделит ей еще $60 миллиардов, то это не так. Сказал Венс, который возглавил оппозицию среди республиканцев Сената против вливания еще десятков миллиардов долларов в военные действия в Украине. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Конечно, они дадут еще один бой. В Кремле очень расстроены тем, что путинская фракция в Конгрессе США не добилась, не выполнила задание Путина завалить этот законопроект на этот раз. Но она будет стараться. Поэтому выход один. Предстоящие выборы должны стать выборами, должны привести к разгрому пропутинской фракции и ее кандидатов и в Палату представителей, и в Сенат, и на должность президента Соединенных Штатов Америки. Это будет радикальным решением, потому что, я вам рассказывал, вот меморандум генерала Кларка и те перспективы, которые он описал, это не перспективы на полгода, это даже не перспективы на 20-25, на следующий год. То есть потому что там речь шла не только о войне на территории Украины, там война шла прежде всего, вернее, не война, а масштабная, можно назвать это политической войной. Гражданской войной мы не стал бы это называть, пока, во всяком случае. Но там стоят такие важнейшие вопросы, касающиеся ситуации и в Соединенных Штатах Америки, и вообще в западном мире, что они не решаются в течение года. И поэтому необходимость помощи Украине, она будет остро стоять и в этом, и в следующем году. Ну, а потом победа, тогда надо ставить вопрос о восстановлении Украины и так далее. Короче говоря, Украине критически нужна поддержка Вашингтона, а для этого Украина может и должна сыграть важную роль в том, чтобы повлиять на расстановку политических сил в Соединенных Штатах. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч.